Они смогли. Есть функция сброса наушников, физические кнопки вместо сенсоров, нет никаких дополнительных режимов, и так ни в YouTube, ни в играх задержки у них нет. Все та же ультра низкая цена и отсутствует этот ужасный белый шум. Да даже пластик стал приличнее. Прошу любить и жаловать, однозначно новые фавориты лоукоста. На руках у меня, кстати, есть еще и Redmi AirDots S. Если про них рассказать тоже, пишите в комментариях. Tube 598, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах. 30 числа каждого месяца стабильно 5 Mi Band 5 серии уходят рандомно подписчикам. А сегодня я расскажу вам о продолжении самой эпичной модели бюджетных беспроводных наушников от Xiaomi Redmi AirDots 2. И Xiaomi были настолько наглыми, что они на эту модель еще и деньги на краудфандинге собирали. Как я сказал, Xiaomi выпустили еще одну модель, и она в тестах у меня уже больше месяца. Redmi AirDots S. У ней тоже есть свои плюсы, но об этом не сегодня. По упаковке. Упаковка красная, эффектная, бесполезная и точно из Китая придет помятой. Внутри инструкция на китайском, наушники, 3 пары однородных амбушюр, которые для начала пойдут, но так как они стандартные, особых проблем с их заменой не будет. Вперед спинфиты. Еще бокс для зарядки под наушники и все. Как всегда, Xiaomi решили сэкономить $50 и не положили кабель. В комплекте лучше сразу покупать чехол. От первых Redmi и Redmi S чехлы подходят, но с припуском и не особо хорошо. Дизайн как у первой модели. Бокс по ощущениям немного менее пузатый, люфт у крышки есть, но уже меньше, хотя внешне идентичное крепление. Бокс. Самое главное, нет ощущения самого печального и дешевого пластика, как это было в первой версии. Даже тактильно бокс намного приятнее. На дне бокса указана его емкость и название модели. Номинально в них 500 мАч. В кармане бокс помещается легко, но выглядит не камильфо. Одной рукой открыть бокс можно. Конечно, здесь не завезли функцию беспроводной зарядки и, разумеется, в боксе разъем microUSB. Нужно же оставить что-то для того, чтобы добавить в третьей версии Redmi-ков. Как говорится, подло, но эффективно. У бокса нет кнопок и сенсоров. В наличии единственный диод индикации заряда, который горит при зарядке бокса. Размеры бокса 62 мм на 38 мм и на 27 мм. Вес 27 граммов без наушников. Магнит для крышки. На 3 полные перезарядки наушников хватает. При тряске внутри бокса ушки забавно бренчат, что не есть хорошо. Если сильно встряхнуть бокс, ушки вылетят, но при обычных условиях это не произойдет. Наушники. Только пассивный шумодав и шумодав на микрофон. Уши такие же удобные, как и были. Размеры их вы видите сами. Вес одного наушника все те же 3,9 грамма. Bluetooth версии 5.0. В местах с обилием Wi-Fi сетей бывают микрофризы, но полностью наушники не отваливаются. Тестировал, кстати, с Huawei P40 Pro, 11 Pro Max и Pixel 4. Через одну стену наушники бьют. Модуль поставили лучше и дороже. Есть функция вызова голосового помощника. Вынимаются наушники, если привыкнуть, довольно просто из бокса. В шторке телефона заряд наушников показывает как на айфонах, так и на Android устройствах. Бокса заряд там не виден. Заряд бокса можно понять только по диоду на боксе при самой зарядке. Главного наушника по рекламе нет. По одному наушнике без проблем работают. Огромный плюс относительно обычной версии нет фоновых шумов. Поддерживаемый кодек только SBC. Кнопка для управления просто шикарна. Эргономика не поменялась. Соединяются молниеносно, защита от влаги скромная, IPX4 только у наушников. Управление дает возможность сбрасывать наушники к заводским настройкам, что иногда очень даже полезно. Переключать кнопками треки нельзя, только плей-пауза, вызов голосового помощника и сброс звонка или ответ на него. Завод по производству наушников Xiaomi, кстати, поменяли. По QR-коду на дне пробивается вся информация, хотя те же 7,2 мм динамические драйверы внутри каждого наушника по мне отрабатывают лучше первой версии. Емкость батареи 43 мАч в каждом наушнике, работают уши 4 часа на 80% громкости, что для такого устройства просто отлично. Задержки в играх и YouTube видимой нет. Вот вам пример задержки в PUBG и YouTube.
Мультиподключения нет, регулировать громкость с кнопок нельзя, да даже перелистывать треки нельзя, только голосовым помощником или заводить это через костыли, сами знаете какие. Через 5 минут бездействия, даже не в боксе, наушники отключаются сами. Пассивное шумоподавление, как и у любых затычек, есть, активного нет. Музыка глушит внешние звуки хорошо, даже в шумных местах музыку слышно отлично, а окружающие звуки не слышно. При максимальной громкости наушники не хрипят, запас громкости более чем ощутимый, но на максималках, конечно, каша. Для меня 80% громкости было просто за глаза. Микрофон, как у всех подобных затычек, печален. В помещении говорить еще можно, вот вам пример микро на улице и в помещении. Пример работы микрофонов, пока я иду. Небольшой ветер, точнее уже большой. Xiaomi Redmi AirDots 2. Мимо меня проезжает довольно большое количество машин, я бы даже сказал очень большое, для того, чтобы вы ощутили, насколько плох микрофон в затычках. Этот тест микрофона чуть-чуть больше, чем обычно. Вот рядом проезжает КАМАЗ, после этого еще 3 легковые машины, стою вплотную к дороге. Примерно так вас будет слышать собеседник, точнее не слышать на улице при среднем ветре. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi AirDots 2 в помещении. В помещении большое эхо, как вы знаете, максимально непригодное для записи, но в то же время все, в принципе, микрофоны даже в наушниках за $6 отрабатывают более-менее. Разговаривать даже в Redmi AirDots 2 возможно, хотя по мне этот заявленный шумодав ничего больше, чем просто маркетинговый ход. Хотя вроде бы микрофоны даже лучше, чем в первой версии работают. Ну, не даже лучше, там было вообще все мрачно. Так что пишем, как вы считаете, все печально с микро здесь или нет? Улицу вы услышали, помещение тоже. Наушники маленькие, и для тех, у кого в ушах отлично держится Havit G1 и тысячные Соньки, по идее эти наушники должны в них просто проваливаться. Для меня эта модель играет интереснее первой версии, не завалена середина и немного чище звук. Конечно же, в них за эти деньги мало детализации. На эквалайзер же ушки реагируют просто отлично, притом на любой. Кому нужен один бас, сможете раскачать их так, что мама не горюй. Только если вы умеете пользоваться эквалайзером и знаете, что в Xiaomi-шных телефонах, конечно, часто встречается проблема с Bluetooth. Она решаема, но есть. В телеграм-канале у меня всегда посоветуют, что, куда и где нажать у Xiaomi-шных телефонов, чтобы музыка у вас заиграла. Некоторым кажется, что по дефолту у ушей завалена середина. Я не соглашусь. Это дешевые затычки, другого быть не может, пока сами чего-нибудь не подкрутите в них в эквалайзере. Цена, и это самое интересное, по ссылке в описании к видео ушки выйдут вам в $16 вместе с бесплатной доставкой, без всяких там купонов. Но это однозначно не предел. Уверен, что найдутся профы по покупкам, которые купят их дешевле $11. А отзывы, кстати, под товаром уже есть. Резюмирую, советую, однозначно. Как первые затычки зайдут. На руках сейчас из лоукоста еще Oppo W31 Lite, QCY T8 и Redmi AirDots S. Что первое из этого начать тестировать, пишите в комментариях, сделаю обзор. Также пишите, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре, постараюсь купить. На канале по ссылке в правом верхнем углу есть свежий топ-10 беспроводных наушников. Там модели, конечно, поинтереснее. Хотя и есть не намного дороже. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, польза на это даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.